Всем привет, дорогие друзья, это Godlike. Спасибо вам большое, что набрали 50 лайков под моим прошлым гайдом на медведя через Гибер. В голосовании победила белка, все хотят белку, говорят, что нет достойных гайдов на белку, поэтому сделаю гайд на белку. Что могу сказать по поводу своей белки? Я не самая сильная белка, но в принципе моего скилла хватает для того, чтобы неплохо отыгрывать в high-level лобби, поэтому, думаю, каменным игрокам объяснить, что делать на белке, я тоже смогу. По поводу того, стоит ли вообще на камне на белке играть, вот для меня это вопрос. Мне кажется, белка, она в первую очередь очень сильно бустит ваших тиммейтов, поэтому он так сильно в 3 на 3. И для того, чтобы это приносило пользу, это действительно суперсильный клан, и чтобы он максимальную пользу приносил, вам нужны сильные игроки в вашей команде, что случается нечасто на камнях, поэтому можете, если вы не самый сильный игрок, попробовать с другом поиграть, друг будет играть там на волке, на медведе, а вы на белке, это будет прекрасная связка, вы, думаю, легко будете апать ПТС. Сейчас, наверное, расскажу про лор билд, он очень простой, после этого расскажу еще кое-что. Будем смотреть саму игру, выбрал такую игру, там, в общем, посмотрим. Сначала по лор билду. Тут все очень просто. Если раньше до фикса, до нерфа Economics там были разные билды, там иногда рашили мид, чтобы взять побыстрее 200, чтобы дать первый фист, но сейчас это все в прошлом, я даже не буду по поводу этого разговаривать, так что это бесполезная информация. Все, что вам нужно сделать, это взять 4 сверху, раз, два, три, 4, вот. Когда вы берете четвертую науку, вы начинаете фистовать на всю команду. Вот и все. Дальше пятая наука вы берете Economics. Она достаточно быстро берется из-за того, что вы себе уже лор серьезно бустите. Шестой наукой берется шипбилдинг, либо Coinage, если мало берегов. Если хотя бы 2 берега есть, то шипбилдинг. Шипбилдинг поинтереснее, больше процентов. И тем более Coinage хуже из-за того, что вы торговые посты и рынки не апаете, у вас камня чаще всего на этого нет. Так что шипбилдинга и денег больше, и плюс лор какой-никакой. Берем всегда йорд здесь. Дальше берем бесплатного чифа, выкупаем чифа, ставим его готовить, он там компоненты приносит, затем шубы. Дальше что хотите. Я чаще всего беру милитарку, потому что у этого клана проблемы с атакой. Милитарка хотя бы вам дает там каких-то 2 атаки, что вас немножко сравнивает с остальными кланами. Некоторые берут Eradication, не беру его чаще всего. Некоторые берут Feeling Safe, тоже счастья достаточно, тем более можно здесь Бальдер взять. Можно взять милитарку Бальдер, можно взять Feeling Safe Фрейю. Так получается, что 9-я наука там под зиму идет, и Фрейя прям очень много ресурсов экономит. Я не то чтобы там боюсь умереть, боюсь заболеть в зиму, просто очень много ресурсов экономит, 50% фуда экономит за зиму. А у вас очень серьезно тратится еда. Так что тут что хотите берете, можете вот так брать, неплохо будет. Можете Фрейю брать, даже без филинг-сейфа. В общем, как хотите. В общем, вот эти науки неплохие. Вот такая себе наука, вот эту науку можно взять. Главное 4 сверху взять и 2 снизу, 1 по центру. Вот все, что нужно запомнить. Так, что дальше я хотел рассказать. Уже, наверное, включу игру. Игра на Твиче. Подписывайтесь, ребят, на мой Twitch. Будет очень приятно вас видеть. Я играю лайв. Очень часто стримлю, вы можете прийти, задавать мне какие-то вопросы, смотреть уже непосредственно сами игры с моими лайв-комментариями. Думаю, что стримы больше вам помогут разобраться в игре, чем какие-то одиночные видео типа этого. Поехали. Извиняюсь за вот эту надпись, она мешает, но просто на стриме она была, я не могу ее убрать. Я не люблю засирать экран, но сделал такую небольшую надпись. Так, по поводу чего я хотел поговорить. Хотел поговорить о том, что я для себя выделил, собственно, 3 этапа развития белки. Первый этап – это что самое важное на белке вам нужно сделать. Так это взять 200 славы и взять 4-й лор. Вот весь ваш первый год должен быть сосредоточен на том, что вы должны взять как можно быстрее
четвертую науку, и вы как можно быстрее должны взять 200. Все ваши мысли должны быть именно об этом нужно думать. Конечно, тут еще как повезет с картой, но вот именно то, как повезет с картой, вы должны думать, что вы должны делать. Мне в этой игре не особо повезло, потому что у меня не было лора в первом радиусе, у меня был закрытый лор, и я свой лор получил только после зимы. Вот такая вот проблема. Но зато у меня был легкий танк, потому что я забрал тамбу. Так, наверное, ускорим видео. Так, что тут? На полторушку давайте. Или это слишком быстро? Ну, если не буду успевать, я на 1.25 переключу. Скаутим, что мы здесь видим. Хороший таг в плане того, что два поля есть. Два поля можно будет забафать железом, и отлично получится. Отлично это все стакается. Поле лучшая еда. Рыба еще тоже неплохая. Охотники чуть похуже. Но любой еде мы рады. Я строю минимум 2 еды. Если не повезло. В этой игре, кстати, у меня будет всего лишь 2 игры, но это 2 еды, но это 2 поля, так что, в принципе, нормально. А так стараюсь 3 еды минимум построить. Вот 3 еды и вообще по кайфу. Чем больше еды, тем лучше, потому что фисты надо давать. И много людей свободных, то есть на еду нет проблем поставить людей. Строим сразу дом. Обязательно не забудьте построить дом, потому что на белке это максимально важно, чтобы максимальное количество людей родилось до вот этого баф-периода перед зимой. И тогда они смогут много еды принести. А если вы забудете домик построить, собственно, меньше будет людей, собственно, меньше еды. Сразу же ставьте еду. Я всегда так делаю. Тоже очень важно максимальное количество еды перед зимой набрать. Да, я замечаю сейчас, что у меня нет лора. Ставлю дерево. Дерево, кстати, если открытый лор есть, то такую фишку юзаю. Я дерево ставлю именно под науку, под первую топоры. А до этого стараюсь подкапливать больше еды. Руинку, кстати, тоже можете не забирать, если у вас открытый лор есть. Но я забрал, чтобы просто хотя бы топоры взять, потому что без открытого лора. Нападает волк. Ну, если кто не знает, можно его таким образом убивать всегда, не коцая своих жителей. Просто 4 взять и отводить их по очереди, и вам хватит урона, чтобы убить волка, не коцнув ни одного жителя. Я открываю свой лор. Хорошо, что у меня хотя бы круг камней, но на нем целых 2 медведя. И к тому же волк ко мне не может пройти, потому что у меня на тамбе 5 драугров. Блин, возможно, вы этого не увидели. Но я все-таки 1.25 поставлю, когда все слишком коряво. Скаучу я обычно стараюсь побольше наскаутить до вот именно периода вот этого желтенького, до периода кайфа. Конечно, вот этот период не нужно вообще ничего делать, кроме добычи дерева, добычи еды. Но, конечно, часто я бывает камень бью. Считаю это нормально, потому что камень темпово бить очень хорошо, чтобы в следующий год сразу апнуть еду. Но так, конечно, старайтесь избегать всякого скаутинга, кораблей ранних каких-то и так далее. Мои ребята тут чистят драугров, 5 драугров. Это совсем не весело, конечно, но какими-то там методами задротскими они это почистят. А, к сожалению, 2 медведя, им уже хп не хватит почистить. Так что получу я свой лор только в начале следующего года. Вот так. Есть, конечно, вот полегче лор, но, блин, если я его заберу, это будет супер плохо. Это будет хуже, чем я заберу круг камней. Так что я тут там не стал забирать. Значит, смотрите, я строю второй лес. Обычно, кстати, я лес строю зимой. И пивоварню тоже зимой строю. Но пивоварню без лора можно построить, потому что есть свободные люди. И плюс можно себе рататуи давать, которые бустят, в свою очередь, тебе лор. Заберу я здесь тамбу, и, ребят, в этой игре такой острой необходимости не будет, но очень часто, чтобы взять 200 фейма, вам нужно попросить свап тайла у вашего союзника. Не стесняйтесь этого делать, обусьте как бы механики Носгарда, то, что вам могут на секунду дать
тайл, вы получите 200, вы его сразу же вернете, у вас будет 180 фрейма, но бонус за 200 вы уже получите. Вот такое вот объяснение. Это очень важно взять быстро 200, если у вас 4-я наука уже есть, то как бы надо и 200 иметь, и сразу копить еду, и сразу просить фист у своих парней, чтобы забустили вам еду, чтобы вы сразу на них фист дали, потому что фисты не дешевые, по идее. Вот. Это, возможно, многих новеньких игроков пугают, что, блин, как-то я 300 еды сейчас потрачу, а мне еда. Ну, на белке все возможно, на белке возможно и тиммейтам давать, и самому в кайфе быть. Максимально копим еду, копим дерево перед первой зимой. Минимум 200 надо, а вообще побольше. Я здесь под 300 под фармы, но мне, видите, мне еще нужно забрать вот этот тайл. И я вот этот, я, в общем, отдал своему другу, волку, тайл, чтобы самому забрать дешевле тайл за 120, тайл за 160. Потому что если бы я его не отдал, мне бы этот тайл с едой, который мне, конечно же, нужен, потому что это моя вторая еда, мне бы он обошелся в 160, а лор в 200 еды, это очень много. Моя бы экономика сильно пострадала от таких сумм, так что я тот ненужный тайл отдаю волку, он может мне его потом позже отдать, если ему он не надо. Я фейм уже получил с этого тайла, я овец получил с этого тайла. Осталось получить свой лор, собственно. А тот тайл мне уже не нужен. Сразу после зимы строю я пиво, я так чаще всего делаю, но на самом деле в этой игре, так как у меня лора не было, можно было и пораньше построить. Чем мы занимаемся зимой? Зимой вам нужно сосредоточиться на том, чтобы обязательно работало 4 человека на дереве, обязательно копался камень, и еще, возможно, копалось бы железо, но я в этой игре уже сыграю так супер, не макро, и железо вообще копать не буду. Обычно я его копаю. Обычно я как делаю? Если у меня, допустим, открытый лор, я могу поставить камень, я могу поставить железо, и это все забафать на баф на ковку. Но так как у меня сейчас, во-первых, железо не стоит, во-вторых, у меня очень сильно не хватает лора, я даю себе обычно роту, чтобы хоть как-то забустить свой лор. А железо я принял решение не копать. Кстати, забираю также за 120, и мне кажется, это ошибка. Нужно было его раньше забирать, чтобы получать компоненты. То есть владение тайлов дает вам компонент. А я его раньше не забрал. Притом науки вот этой стокпилинга у меня не было, который бы, если бы я там, ладно, если бы я долго не забирал, типа, я бы мог какой-то профит получить, там, +1, +2 еды какое-то время. Смотрим, что у меня работает. У меня 2 поселянина, это плохо. Я их не использовал никак, но у меня 2 скаута. Важно еще тоже. Все скаутьте, вашу сторону хорошо проскаутьте, чтобы волку было что качать. Но это уже такие общие правила игры. Волку нужно его фарм, его экономика, это карта. И вы должны обеспечить ему хороший фарм, чтобы он вам выиграл игру, собственно, потом. Вы его побафаете, вы ему проскаутите, а он вам выиграет игру. Повезло, что 5 железа забрал из тамбы, так бы я железо, конечно же, наверное, копал. Под конец зимы строю вторую еду, то есть до этого не было смысла на зиму ее строить, но сейчас построил. Также можно сразу забафать складиком это все дело. Дерева много сделал. И вот наконец-то волк подходит и сейчас будет чистить мне лор. Я оставил себе 2 овечки специально для того, чтобы их зарезать, как раз и забрать за 160. Ну, лора, кстати, не так мало накопилось. Спасибо рататуям. Сейчас еще заберу кольцо и, в принципе, 160. В принципе, 4-ю науку можно взять. Не так уж она поздно и будет. Ура, забираем лор. И вместе с этим лором у меня будет 200 фейма. То есть мне даже тот тайл не понадобился. Все, 200 фейма есть, первая цель выполнена. Осталась какая цель? Осталось взять 4-й лор. Вот. Извините, что я повторяю это постоянно, но это все, о чем ваши мысли должны быть, когда вы играете на белке. То, как взять 4-й лор и 200 феймов. После того, как вы их возьмете,
То есть у вас еще мысль должна быть о том, что у вас должно быть достаточно еды, чтобы чтобы дать первый фист, там он будет стоить еще не так много, там 200-250 еды. А дальше ваши мысли уже переключаются на то, как выстроить собственную экономику, то есть сделать все необходимые грейды, какую-то голду сделать, какие-то что-то проапать, если вы копали железо. Если копали второй камень, там надо побеспокоиться о том, чтобы было достаточно дерева голды. У меня здесь была руинка, кстати, по поводу голды. Я вообще голду тут не буду строить до второй зимы. Если бы не было руинки, я бы поставил кораблик, потому что если хотя бы одной руинки нет, не хватает вам голды. Кстати, еду ошибся, я апнул еду почему-то в первом радиусе. То есть лучше апать было в ту игру, вот ту еду на берегу, потому что она закрытая, в нее не нападут. Но, тем не менее, это не супер ошибка, потому что я потом ту еду с Йорда тоже апну, что не важно. На что тратим камень? Ну, первые 10 тратим на улучшение ратуши, вторые на еду, и третью я всегда апаю вот эту пивоварню, вот эту плиту. При этом вторую плиту я тоже строю. Всегда три вот этих, как их сказать, повара работаю. Странно они придумали с поварами. Ну, в принципе, ладно, это логично, потому что мы на белке готовим, значит, это повара. Я вот еще даже не докопал камень. Я сижу сейчас на очке, я хочу, так как у меня лор поздний, я хочу сразу накопить достаточно еды, чтобы как только я взял лор, я сразу смог своим пацанам дать баф. Я уже понимаю, что баф поздний. В идеале бафы с открытым лором, они должны приходить в мае. Примерно так, плюс-минус. Там бывают карты супер хорошие, бывают карты супер плохие. Вот сейчас, конечно, я, наверное, подошибся тем, что с камня снял. Грейды уже достаточно поздние из-за того, что я с камня снял. Тем более не было еще у меня бафа на ковку. Я обычно полюбляю этот баф на ковку давать, потому что он имбовый, потому что 50%. Обычный майнинг дает 30%, а здесь 50%. Это очень неплохо, очень нравится. Так, наконец-то, вот я сейчас добираю 4-й лор. У меня нет мяса, то есть у меня нет охотников, поэтому я не могу первый физ дать на плюс 7, даю всего лишь на плюс 5. Обычно лучше дать баф на плюс 7. Ну, обычно это получается. То есть, если можете давать баф на плюс 7, давайте баф на плюс 7. Улучшайте power. Ничего там плохого нет, компонентов в достатке, но в этой игре не получилось компонентов в достатке, потому что ни одного притока мяса нет, как вы видите. Так, тут уже и расфестовались тиммейты, и начинается полный кайф за белочку, ресурсов очень много. В первую очередь надо не забывать о том, что ваши фисты должны быть 24/7, то есть вообще без остановок. Это главная вещь, главное правило за белку, чтобы ваши тиммейты всегда были в бафе, как будто у них алтарь на плюс 5 или на плюс 7 стоит. Вот. Наконец-то докопал камень, как я говорил, апаю плиту. Очень сильно апается счастье. Ну и ставлю ковку. Можете ее поставить зимой, как хотите. Я поставил чуть пораньше, решил апнуть, что я сейчас апну пшеницу. И у меня много еды за счет этого появится. Плюс 15% для 6 фермеров очень плохо. Ну, все это время вы можете наблюдать про то, как волки воюют на йотунах. И, конечно, большая часть победы на моем волке, потому что, как видите, он смог выиграть эту битву. Посмотрите, что вражеский волк делает. Он просто фидит, и сейчас у моего волка огромное преимущество. Собственно, вот. А преимущество он это, скорее всего, заработал своими руками, а не из-за каких-то супер ранних бафов от меня, так как ранних бафов от меня не было. Возможно, можно было как-то лучше это размакрить, скорее всего, можно было, но я не супер талантливый игрок на белке. Второй фист я даю, беру экономикс, и теперь вообще полный кайф, потому что теперь еще и счастье бустится, просто посмотрите на это счастье, невероятно. В корабли все равно не засовываю, в этой игре я еще вынужден скаутить, так что
максимальное количество еды фармлю. Я помню, у меня была игра, в которой я перед второй зимой накопил 800 еды, и я все равно в ноль вышел, парни. То есть еды много не бывает зимой, очень много людей едят. Я построил 2 корабля до зимы, чтобы не строить, ну то есть вообще не то, что до зимы, а вот до 2 последних месяцев, чтобы во время, собственно, вот этого периода ничего не строить, чтобы максимальное value было по ресам, по еде, по дереву. Ждем Йорд сейчас. С Йорда мы, как я говорил, апнем еду и апнем скаутку. Вот такой план сейчас. Ну, есть второй камень, можно зимой было бы второй камень копать, но, по-моему, у меня не получится, потому что я скаучу. И я пожадничаю, ну, вернее, не пожадничаю, а наоборот, захочу пораньше атаковать, вообще там барак построю вместо камня. А так, второй камень выкопать неплохо. Можно как сделать? Вот такая у меня идея родилась. И я ее пытался тестить в последних играх. На вторую зиму дать себе баф на ковку плюс майнинг, а тиммейтам дать обычный баф. И получится очень круто, потому что вы быстро зафоржите все, что вам надо, если вы, допустим, даже железо копали. Плюс вы копаете камень, плюс там зафоржите воинов, это все, там супер баф будет, у супера это все быстро будет, потому что там прям невероятные проценты. А тиммейты при этом тоже в кафе будут, и при этом вы еще и еду сэкономите, потому как это будет дешевле, по идее, это будет стоить примерно 200 еды, в то время как если бы вы просто на 3 рататуй дали, это бы стоило, ну, 300 плюс еды. Да, скаучу я здесь, тиммейты в полном кайфе, я и нафестовал, и наскаутил, да, я такая белка на самом деле, я играю в первую очередь на своих тиммейтов, на себя не играю, не ставлю я, как там Видраил, алтари, я не ставлю, я не копаю 10 камней, если моему тиммейту нужен второй камень, во втором радиусе у нас он общий, я ему его отдам, дружище, главное, чтобы ты мне игру выиграл. Я саппорт белка, но я не уверен, что вы можете использовать мой опыт в своих там каменных играх, потому что, опять же, там тиммейты могут вас подвести. Подводят и меня иногда, когда в каких-то нуба-играх пикаю белку, и оказывается, что у меня на волке не самый крутой игрок, подводит он меня, расстраивает он меня, но не об этом. Так что, зимой тоже, как и первой зимой, то есть вообще это правило для Носгарда в целом, пытаемся не фармить еду, там, не фармить дерево, потому как, конечно, под такими дебафами это не получается. Пытаемся построить бараки, апнуть воинов. Все, я наконец-то второй зимой начал только голду фармить. У меня все очень плохо по голде, как вы видите, но я зато скаучу, и я зато строю уже бараки. То есть я потом по голде восстановлюсь. Если мы будем долго сидеть, я по голде восстановлюсь. А вот проиграть игру из-за того, что ты не зафоржен был, либо у тебя бараков нет, либо ты там плохо фестовал, зато у тебя много денег, я считаю, это неправильно. Правильно сделать все нужные вещи, потом только фармить голду. Мой найм просто не особо решит в игре. Вы же белка, у вас очень мало урона. Вам главное, что еще, о чем ваши мысли должны быть, это о том, что в файте очень хорошо было бы иметь баф на 15% дефмила. Кстати, вот сейчас, подождите, я вообще в целом расскажу про все милы, ну, объясню, как их юзать, в каких ситуациях что я юзаю. Так, погнали, рататуи. Рататуй юзается всегда, как вы поняли, как только черту науку взяли, на всех тиммейтов, обязательно на всех тиммейтов, не на одного тиммейта, на всех тиммейтов юзаете рататуй, включая себя, сильно вас все бустит. Второй, этот я юзаю, либо, как я только что рассказывал, вторую зиму, чтобы быстрее ковка, быстрее выкопать второй камень. И в первую зиму очень часто юзаю, допустим, поставил одновременно 2 камня, либо поставил одновременно камень и железо, как чаще всего бывает, забафал хотя бы на месяцок, это уже сильно поможет, плюс даст какой-то фейк. Дальше это у нас, вот это, кстати, достаточно, возможно, самый бесполезный баф, хотя, наверное, новенькие игроки думают, что это какая-то имба, блять, на зиму дать. Нет, парни, рататуй вам дает не намного меньше, но при этом рататуй бафает и лор, и голду.
а эта фигня ни на что не бафает, она только уменьшает, понимаете? Так что и ресурсы тут тоже очень серьезные уходят на то, чтобы ее нормально сделать. Я ее очень редко юзаю, возможно, в Blizzard иногда юзаю на себя, при том, что когда скаучу, она там сильно скаутинг увеличивает, так что поскаутить под ней прям прикольно, но в целом одно из самых слабых готовок, вот это, наверное, самое слабое, ее вообще никогда не юзал, потому что Death Meal в 1000 раз лучше, чем вот это. И потому что эта штука жрет 600 мяса. 600 мяса это очень большое количество мяса, и очень мясо востребовано, чтобы давать обычный рататуй, ты не можешь себе позволить дать вот эту готовку. Но эта готовка очень крутая, она мне очень помогает, потому что я очень часто болею за белочку, а вот эта штучка выхиливает меня на фул. Также вы ее можете юзать, чтобы, допустим, после файта там в 803 году, когда у всех уже очень хорошая экономика, ну, возможно, рататуй уже не так будет эффективен, как просто людям дать рекавери и рекрутмент, чтобы у них быстрее порождались люди, чтобы их экономика работала максимально эффективно, потому что им уже не ресурсов не хватает, им людей не хватает. Так что вот это тоже экспериментально, но можно давать после файтов, когда затянулась игра, когда у ваших тиммейтов уже очень сильная экономика. И вот это решающая вообще готовка, вот именно она должна появиться у вас, именно под нее нужно файтиться, нужно писать тиммейтам: так, я готовлю, так, парни, через 10 секунд все будет приготовлено, погнали, 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 я хочу приготовить, у меня будет хороший баф, нужно сейчас под него подраться, то есть тактические файты выстраивать под вот этот мил, стараться под него драться. Тут, по-моему, будет момент, или не здесь. Да, вот, наверное, в этой игре это было так, потому как у меня мяса нет, но у меня при этом накопилось 400 мяса. Можно дать сильный рататуй на плюс 7, но я решаю, я дам рататуй на плюс 5, сохраню 400 мяса, и зато потом я дам баф Def Meal не на 10% Def, а на 15%. Ну, парни, извините, я не объясняю, что там каждый мил делает. Я сам знаю, что он делает. Просто вы можете это на Википедии посмотреть. Вы видите, вот отменил 300 мяса. Почему? Потому что хочу сохранить 400 мяса для дефмила. Я вижу, что у нашего волка серьезное преимущество, что нужно идти добивать соперников, потому что вражеский волк там подкачал. Даю последний рататуй, после этого рататуя уже мы хотим нападать, уже хотим атаковать. Дефмил также очень важен, потому что за вас как бы медведь, а медведя это вдвойне бустит. С голды я опять же убираю, еще меньше у меня голды появляется, ну, я убираю обычно отовсюду людей после зимы, чтобы накопить быстрее еды, а там еды очень много надо, потому что ваши тиммейты уже разъели свои морды, у них уже много людей, и там по 300, буквально по 350 еды нужно, поэтому отовсюду убираю, коплю еду, чтобы побыстрее рататуйчик дать моим мальчикам, чтобы они выиграли мне игру. Я в этой игре в чат не пишу, потому что эту игру мы играли с войсом. Вот, посмотрите, вот у моего волка уже есть Warcry, думаю, эта игра, конечно, выиграна не мною, выиграна волком, но тем не менее какие-то основы за белку я вам показал. В целом в этой игре неплохо сыграл. Чифом иду помогаю. Тоже чифом старайтесь не стоять АФК. Вот я в целом вот иду после этого файта, вижу, что волк там полностью проиграл файт. Можно поддавить и закончить игру прямо сейчас. Нажимаю мил первый. На самом деле это рановато, но его в любой момент можно отменить. Так что юзайте эту тему грамотно, не давайте слишком рано, как-то старайтесь подрасчитать под файты. Медведь нанялся, нужно отойти. Тут, в принципе, короткая игра будет, поэтому я покомментирую какие-то файты. Тут, я же говорю, волк один переиграл второго волка. Вот наш медведь нанялся, я донанимаюсь на фул. Ну, кстати, у меня не так мало получилось. Ну, ладно, мало. Первый мил я нажал. Если что, я его отменю. Это я и сказал voice своим парням. Можно, кстати, держать его прям за секунду до, но тогда придется вот взять ваших поваров и бегать ними. И очень сильно просядете по счастью, вся еда станет несчастной. Короче, будет плохо вам. Ну, там сами решайте. Я обычно просто крестиком отменяю. Вот сейчас я рановато дал, да. Возможно, нужно было еще раз
снять и еще раз заново приготовить. Вот так бы было идеально. Вот так рановато дал, но, по-моему, мы сможем это реализовать, все равно сможем подраться под наш DevMill. Да, там еще проблема в том, что зеленый, по-моему, вместо того, чтобы защищать своего медведя, решил атаковать красного. Ну, по-моему, там все легко решится. Ну, как я уже 1000 раз говорил, тут волк наш сильно зарешал, большое преимущество у него. Да, DevMill вообще, парни, не прикольный. Он уже половину свою отработал, а файтом пока и не пахнет. Тут соперники не собираются защищать тайлы, кроме как мейн. Атака на другом фланге не удалась у соперника, все бегут сюда. Ну, тут сейчас игра и закончится. Так, что я еще могу рассказать за белку? Ну, то есть на рекавери, парни, все умрут. Подождите, пока все умрут, не давайте прям сразу. Потом будет намного проще давать фисты, потому как людей станет меньше. Сразу на рекавери можете не дождаться конца бафа, если он есть. Ну, мы, кстати, под бафом все-таки подрались. Можете не дождаться конца бафа, сразу давать на рекавери рататуи. Можете дать тот мил, о котором я говорил, на рекавери. Тут ваше дело. Я вам основы показал, а вы уже, если вам интересен этот клан, изучайте его, какие-то фишки находите для себя. Я думаю, фишек на этом клане можно найти прикольных. Особенно с тем, вот лично я у себя вижу проблему большую с самым первым аспектом игры и, возможно, самым важным с тем, как брать всегда очень много лора, как всегда брать быстрое 200. Возможно, мне не хватает каких-то знаний, так как другие игроки, бывают, меня переигрывают в этом аспекте, прям сильные игроки. Ну, здесь уже соперники консидают, да, мы победили. Что тут можешь посмотреть? По голде, кстати, вот посмотрите на голду. То есть у нас по голде даже синим я не перефармил. Хотя у меня было очень мало голды. Все-таки я, конечно, в голду никогда не упарываюсь на белку, но в этой игре прям очень мало голды было. Там 300 голды буквально. Я нанялся. Когда я нанялся, у нас было примерно одинаково еды. Как-то так. В общем, надеюсь, этот гайд поможет кому-то. Ставьте лайки, парни, будет приятно, но уже голосование никакое не буду делать. Я думаю, я следующий раз сделаю именно на тот клан, на который захочу. На белку, честно говоря, ну, я могу его сделать, но без особого удовольствия я сейчас делал это гайд. Но тем не менее, надеюсь, он вам помог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, до новых встреч.